Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня интересная кокетка, связанная поперек или поперечным вязанием. Практически на любой размер можно связать. Как я определила размер, покажу видео. Предлагаю посмотреть. У меня сегодня очень интересная идея. Она родилась в моей голове. Часто такое бывает. Я хожу гуляю, и у меня приходят идейки, чтобы такого интересного связать. И очень красивая пряжа. Она может быть темноватая, но я специально такую пряжу заказывала у Ирины Мальцевой в группе, да, слонимская пряжа, под цвет кроссовок. Мне так захотелось. Узор несложный, его будет видно. Идея такова, смотрите, мы с вами вяжем кокетку. Вот таким образом. Только я хочу ее связать вот так. Разворачиваем и вяжем туда и обратно до выреза. Это у нас плечо, потом отдельно спинку перед и опять плечи вяжем вместе. Узор очень простой, его может связать каждый. Что для этого нам необходимо? Я взяла кофточку свою любимую и от проймы вот ее замерила, сколько нужно. У меня получилось 100 петелек. У каждого это может быть своя цифра. 100 петель я набрала и провязала просто один ряд столбики с одним накидом. Я думаю, с этим справится абсолютно каждый. Теперь идем дальше. Узор такого плана. 2 воздушные петельки и столбик с одним накидом. Воздушная петля. Внизу пропускаем один столбик. И опять вяжем. 1, 2. Воздушная петля. Внизу пропускаем столбик. 2 вяжем. Вот такой незатейливый узор. Провязываем таким образом, а следующий ряд просто опять столбики. И все. Очень просто. Предлагаю попробовать. Я провязала вот одну третью часть, наверное, да, вот у меня получилось плечо. Померила по своей футболочке, которая мне хорошо на мне сидит. Вот мое плечо, вот оно. Померила. Теперь вот такое расстояние я оставила. У меня будет спинка, вот где у меня недовязанная. То есть теперь моя задача со стороны спинки вязать туда и обратно до следующего плеча. А впереди, вот я поставила маркер, вот впереди я буду вязать туда и обратно. Это у меня будет такой вырез горловины. То есть наша задача сейчас обычно как распределяется? Плечо, плечо и серединка — это 3 равные части. То есть мы делим вязание на 3 части. Наша задача провязать вот такую же ширину 15 сантиметров. Я сейчас буду вязать спинку 15 сантиметров. И потом 15 сантиметров второе плечо. То есть наша задача, вот мы провязали до определенного сегмента. Обязательно нужно заканчивать на столбике, да, чтобы было удобно начинать вязать столбик. Вот. Поворачиваем в обратную сторону и вяжем наш узорчик. Я решила немножко видоизменить узор. Не так, как в самом начале я начинала. А вот такое вот у меня вязание. 3 столбика, окошечко, 3 столбика, окошечко, 3 столбика, окошечко. И центральный столбик я еще решила провязать рельефным столбиком. Мне показалось так симпатично. Вариантов много. Я человек творческий и сразу начинаю придумывать все. И вот один рядочек у меня просто столбики все идут, а один ряд я вот так, 3 столбика и окошечко. Вот. И теперь туда и обратно буду вязать 15 сантиметров. Провязала я вот мое плечо, вот моя кофточка. Так примерно распределила. Вот это спинка. Я ее вязала отдельно, ниточку отрезала. Теперь, где у меня стоит маркер, впереди у нас вырез же должен быть больше. Вот мы его и будем вязать. Теперь, получается, вяжем перед. Там, где у нас маркер стоит. Со столбика, конечно же, начинаем с простого.
чтобы у нас так и был тоже наш столбик. 1, 2, 2 воздушные петельки в самом начале, не 3, 3 неаккуратно. И наш узорчик, рельефный столбик, столбик простой и так далее. То есть весь узор мы вяжем опять более в укороченном варианте, туда и обратно, на всю длину спинки, а потом вяжем, а потом надо будет соединить, связать такое плечо, как здесь, и довязывать. Я провязала короткую часть перед. Теперь мне нужно набрать воздушные петли и начать вязание уже спинки в этом ряду, а во втором уже все буду вязать одинаково. То есть моя задача набрать вот количество петель, которые у меня на плече. Вот я посчитала, у меня 29. То есть набираем 29 воздушных петелек. 29 воздушных петель я набрала. Это у меня такая изнаночная сторона идет. И, соответственно, на спинке я тоже присоединяюсь в самую первую петлю. Провязываю. Еще определить надо, где наш первый столбик. Вот. Присоединила. Это у меня плечо. И дальше идем вязать. У нас здесь узорчик. Что у нас здесь за узорчик? У нас здесь рельефный столбик с изнаночной стороны. Вяжется не очень удобно, но всегда можно приспособиться. Простой столбик, воздушная петля, столбик и так далее. То есть просто-напросто мы с вами присоединились, а со следующего рядочка уже с обратной стороны я буду вязать узор и по воздушным петлям набирать тот узор, который у нас есть, основной. Вот он у нас. И у нас получится, что вот мы с вами отдельно провязали спинку, отдельно провязали перед, все объединили, и теперь нужно провязать половинку, которая уже у нас провязана с одной стороны, для того, чтобы кокетка была готова. По узору провязала, у меня были воздушные петли, я связала ряд столбики с одним накидом, так же, как вот у нас узор шел. Мы ничего другого и не вяжем. Провязала туда, теперь в обратную сторону иду. Здесь наша задача узорчик наш восстановить. Что у нас здесь? Воздушная петля, внизу столбик пропускаем, столбик, рельефный, изнаночный, столбик, воздушная петля и так далее. Внизу столбик пропускаем, столбик, рельефный. Таким образом мы все наши нарощенные петли превращаем в красивый узорчик, точно такой же, как он у нас есть. Вот и все, вяжем дальше. Довязала вторую часть, у меня получилась вот такая кокетка. Весь стол, может, и не помещается. Вот такая. Теперь я ниточку не отрезала. Теперь по кругу, объединив проймы, я хочу связать другим узором, но это уже в другой части. А на сегодня видео мастер-класс закончен. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Возьмете себе на заметочку и свяжите себе что-то подобное. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии обязательно. У меня сегодня очень интересная идея. Она родилась в моей голове. Часто такое бывает. Я хожу, гуляю, и у меня приходят идейки, чтобы такого интересного связать. И очень красивая пряжа. Она может быть темноватая, но я специально такую пряжу заказывала у Ирины Мальцевой в группе, да, слонимская пряжа, под цвет кроссовок. Мне так захотелось. Узор несложный, его будет видно. Идея такова, смотрите, мы с вами вяжем кокетку. Вот таким образом. Только я хочу ее связать вот так. Разворачиваем и вяжем туда и обратно до выреза.
Это у нас плечо, потом отдельно спинку перед и опять плечи вяжем вместе. Узор очень простой, его может связать каждый. Что для этого нам необходимо? Я взяла кофточку свою любимую и от проймы вот ее замерила, сколько нужно. У меня получилось 100 петелек. У каждого это может быть своя цифра. 100 петель я набрала и провязала просто один ряд столбики с одним накидом. Я думаю, с этим справится абсолютно каждый.